Да, у нас люди работают, вон, 1 800 000. Коснулся моих Жили детей. в достатке. Молодежь, такое ощущение, что в этом городе Вот нет. у нас, Реально, где рабочие как-то места? деться, как-то прокормиться. Недовольны той жизнью, которая сейчас сложилась в Беларуси. Если бы все было, если бы людей не увольняли, не сокращали на предприятия, люди бы работали. Но люди остались нищими. У меня бухгалтерское образование, я выучилась на бухгалтера, я даже ни разу не работала, потому что куда я не просилась на работу, везде было 1,5 миллиона заработная плата. Я ребенка бы не прокормила на эти деньги. Люди работают за 100-150 рублей в день, не имеют никакого социального пакета. Случись с человеком что-нибудь на стройке, упади, он сломай ногу, руку, а еще хлеще вообще там позвоночник, останься инвалидом, и ты ничего не имеешь. Это что, нормально? И тут этот декрет номер 3, да это же вообще это просто издевательство. Это издевательство над народом. У людей зарплаты снизили на 1 миллион, по-старому можно сказать, практически все организации. Мои знакомые зарплату выдали зефиром, в коробках с зефиром. Ему после отработавшей мужчине рабочие смены приходилось еще распространять наш бобруйский зефир. На маленькую зарплату можно найти, конечно. Не скажу, что ее нет. Вот на полставки в детском саду предлагают 1 300 000, например, мне. Вот. При этом, что кружок у ребенка стоит 440 рублей. Ну, то есть мне вот 2 детям оплатить кружки, ну и все. То есть этих денег даже не хватит собрать их в школу и в садик. Образование сельскохозяйственное, я агроном. Ну реально, чтобы сейчас найти за $500 работу в каком-то колхозе, даже пускай там не надо агрономам, даже пускай там тем же самым трактористам, ну это смешно. Я вот работяга, да, вот постоянно мои руки идут. Я, чисто работяга. Мне приходится, на самом деле, работать, не покладая рук, чтобы реально что-то, как-то одеться, как-то прокормиться. Да, у нас люди работают, вон, 1 800 000, это медперсонал. 2 300 это нормально считается? И работают они за эти копейки, чтобы хотя бы прокормиться как-то? Работу, да, легко, а хорошую работу, хорошую достойную зарплату. Хочется дома работать, понимаете, хочется. А когда этой работы нет, когда вот моя жена зарабатывает 2 миллиона, в этом месяце получила 2 миллиона, это $100, а не 500, даже не 200. В прошлом 2 400. И больше и не светит пока, вот когда поднимут эту зарплату, если и поднимут. Столяр, Бобруйск мебель. Я работаю, я 3 года уже получаю 250 рублей на руки. Где у нас, кто считает среднюю зарплату? Покажите мне того человека. Если они едят мясо, а я капусту, значит вместе голубцы едим. То, что они среднюю зарплату посчитали в разы намного меньше, нигде таких зарплат нет, это неправда. Все заводы закрываны. Меня самого сократили с завода порошковой металлургии. Мне на тот момент было 26 лет, у меня контракт был. Я вот работаю в Бобруйск железобетон. И уже 5 месяцев завод стоит, вынужденный простой. 5 месяцев мне платят по 40 рублей, 400 тысяч на старые. И просвета никакого не видно. А они ищут тех, кто не числится на работе, те, кто числится без работы. А никому нет какого дела. Город говорит, это ваши проблемы, выбирайтесь сами с этой ямы, помощи ни от кого нету. Вот у нас, где рабочие места? Нужно идти воровать тогда. А что? Резюме лежит почти везде. Такое впечатление, что у нас просто-напросто пишут, там свободные вакансии много, а на самом деле их в принципе нет. Бизнес задавили, предприятия на лопатках. Откуда он собирается эти места брать? Вот я смотрю в будущее, и мне хочется, чтобы мои дети, мои внуки жили в достатке, а не так, как вот сейчас, что многие не могут найти работу. Дети кончают институты, трудоустроиться не могут. Просят, дайте стаж работы. А где взять стаж работы? Хочу, чтобы мои дети росли и ничего не боялись в этой стране, понимаете? Люди боятся, на самом деле боятся выходить. У меня ребенок. Я, допустим, боюсь за ее будущее. Что дальше будет? Ей всего лишь пока 12 лет. Что дальше? Эти ледовые дворцы построены, и не все дети могут позволить себе ходить на ледовые дворцы, на те бассейны, потому что не хватает средств. Любую школу, вот наша 3-я школа, ребенок приносит такую вот квитанцию, где написано расчетный счет, надо в течение года заплатить 45 рублей, 450 тысяч. Это у нас бесплатное образование. Мои дети в школе учатся, меня просят, чтобы я собрался там какую-то сумму поставить окна в классе. Я не думаю, что чиновников собирают в исполкоме и между собой у них просят, давайте соберемся, чтобы поставить окна нам в исполком. Ну, это простой пример. То есть
А так везде сейчас. В школе. У нас бесплатное образование и платное? Я не против, чтобы оно было, может, и платное, но тогда я буду знать, за что я плачу. Декрет коснулся моих детей, потому что ребенок один забеременела и не могла выносить, и попала под этот декрет. И второе, тоже вторая дочка, попала под этот декрет, потому что по состоянию здоровья ее пришлось уволиться с работы. И моего сына, который не имеет в данный момент работы, хотя у него высшее образование, вот, экономист по специальности, а сейчас эта специальность вроде как никому и не нужна, приходится вот мелкими заработками подрабатывать. И я не думаю, что дети чиновников одеваются в секонд-хендах или жены закупаются в еврооптах и во всех магазинах по скидкам товары покупают. Будет. Они давно не слышат народ, понимаете? Они живут, они покупают себе машины, строят дома, они живут, балдеют, а вы проживите на 2 миллиона пенсии или на 2 миллиона зарплаты. Вот. А работы в Рогачеве вообще, так это не только в Рогачеве, ее нигде нет. Мы не верим им просто, понимаете? Когда-то Уезжает почему-то, правильно? работали в Европе, да, Потому что вернулись, молодежь не может думали, найти работу без стажа работы. Они заканчивают высшее образование, получают и уезжают за границу работать. Половина населения, вот, честно, сука, мне знакомых, все на рашку, все в России. Молодежь, такое ощущение, что в этом городе нету. Очень много молодежи работают в России. Они платят налоги, они приезжают содержать свои семьи. Никаких. У меня дети тоже уехали работать за границу. Потому что у них 2 детей, они собрались и уехали. Им здесь жить не за что, хотя бы квартиры были. Говорят, а за что мы их будем держать? Они уехали. То, что заработал в своей жизни, я заработал за пределами Республики Беларусь, потому что здесь я зарабатывал только на покушать. На покушать и оплатить очень дешевые коммунальные. Пенсионеры очень терпеливый народ. И я, по ходу работы я имею, и общение с пенсионерами. И они теперь, если раньше они молились на президента, то теперь они все очень все против выступают. Просто уже терпеливый народ не выдерживает. Я пошел проходить водительскую медкомиссию, я заплатил деньги, я заплатил флюорографию, заплатил, кардиограмму заплатил, пошел заплатил. Это у нас, что у нас бесплатно? Я за все плачу. УЗИ сердца. А как я могу сделать, если 1100 рублей плачу за квартиру? Я не понимаю, как дайте помощь. И сын в Афганистане прослужил. Кто мне дает хоть на лекарства? Каждый человек имеет право зарабатывать, либо не зарабатывать, либо его содержит какой-то родственник. Это лишь его решение. У людей, может, и не хватает средств даже заплатить эти деньги. Вот. Оно не в том плане даже, что кто-то может заплатить деньги, а в том плане, что ущемляет права человека, наверное. Я, у меня не постоянный какой-то заработок, я не могу найти какую-то работу общую, но я же плачу деньги в магазине, мобильный телефон, бензин тот же на машину, плачу налоги все. И последний указ нас подтолкнул на то, что надо быть с людьми, со всем народом. Народ не в состоянии платить. Я пришла, потому что наш президент не слышит свой народ. Поэтому мы все хоть каким-то образом, чтобы, может, он где-то увидит, услышит. Посмотрите, что творится в стране. Разрушено, уничтожено все предприятия. Образование уничтожено, медицина тоже. Люди доведены до нищеты. В деревнях нищета, пьянство процветает. Молодежи некуда деться, молодежь просто погибает. Полная деградация общества, понимаете? Просто хочется кричать на каждом углу, что уже жить так нельзя, как мы живем. Я не верю тому, что он говорит по телевизору, потому что говорит одно, а в жизни применяется совсем другое. Понимаете, я не могу заработать уже на всех чиновников, не могу. За моей спиной должен стоять один врач, один учитель, на которого я должен заработать, который учит моих детей, лечит. Но я не могу столько чиновников заработать на них. Руками рабочий человек не может заработать. Будут дальше думать. А что бы еще придумать? За кислород? Что еще остается? Брать нас нечего. Мы всю жизнь проработали, у нас брать нечего. У нас есть дети, мы смотрим мультики. И этот декрет нам напоминает один мультик. Какой? Про Чиполлино. Там, где сеньор Помидор, такой жирный, толстый, наглый, ввел налог на что там, на воздух, на воду. На домики, на все. Это очень похоже